Всем привет, с вами Тори-чан. В Японии сейчас разгар лета, на улице стрекочут цикады и плюс 35 градусов жары, но по ощущениям все 40, потому что у нас еще и влажность 80 и даже 90% без дождя. Поэтому сегодня я хочу вам показать, как японцы обычно проводят лето, чем занимаются и что можно делать здесь в июле и в августе. Самое любимое занятие японцев летом – это поездка на море. И думаю, многие могли наоборот слышать, что японцы не любят купаться и не любят ездить на пляж и загорать. Это частично правда. Японцы, особенно японки, не любят загорать и они любят белую кожу, поэтому даже если они ходят на пляж, они не лежат на топчанах специально, чтобы загар получить. Они обмазываются слоем крема от загара и носят очень длинные купальники, которые больше похожи на водолазки, чтобы не загореть, а также потому что в Японии очень сильное солнце. Но не любовь к загару не значит, что японцы совершенно не ходят на море, и это все же одно из любимых развлечений японцев летом на выходных. Но да, в Японии на пляжах не так много людей, как, допустим, в моем родном городе в Одессе или на любом пляжном курорте, что я видела до этого. Но на то есть несколько причин. Первое, в Японии сезон купания начинается только с конца июня где-то, поэтому японцы не купаются в июне, даже если хорошая погода. Обычно японцы начинают купаться уже после окончания сезона дождей, а это где-то середина, конец июня. И считается небезопасно, если вы купаетесь даже в хорошую погоду, если это все еще июнь и сезон дождей, потому что погода очень переменчивая, и также в это время нет спасателей на пляжах. И с середины конца августа японцы перестают ходить на море, потому что начинают выплывать медузы, которые жалятся. И хоть они и не сильно опасные, это все же не очень приятно, если вас ужалили в море. Поэтому по факту в Японии купательный сезон это только конец июня, июль и начало августа. Сегодня довольно сильный ветер, но так даже приятнее. Довольно много людей, обычно не так много, мне кажется, но это все равно мало по сравнению со многими другими пляжами. О, как хорошо! Вторая причина, почему не так уж и много людей на пляжах, особенно здесь, в городе Фукуока, это потому что здесь очень много разных пляжей. Даже в самом городе Фукуока 11 пляжей есть, а за пределами города, это где-то 30-40 минут на машине, сотни разных очень красивых природных пляжей, и даже мы каждый раз едем на новый пляж. И из-за этого люди не кучкуются на одном пляже. Допустим, если поехать в Токио на какой-то ближайший пляж к Токио, то там очень много людей, особенно в летний сезон, потому что не так много выбора, и люди едут на ближайший пляж к центру Токио. Это не касается других городов, где большой выбор разных пляжей, и людей не так уж и много в городах, как, допустим, в том же Токио. Считается, что самые красивые пляжи в Японии на островах Окинава, но я лично считаю, что даже в Фукуоке на острове Кюсю очень даже неплохие пляжи. Чуть-чуть прохладно. Сейчас мы приехали на совершенно другой пляж, который находится всего в 20 минутах на машине от нашего дома, и я до сих пор не верю, что тут настолько красиво. Мы сейчас на другом пляже, он более вот такой вот широкий, но менее известный, поэтому здесь только люди, кто живет недалеко и знает об этом месте. Как видите, совершенно не так. Но здесь тоже очень красивая вода. Многие пляжи в Японии вот такие дикие, где совершенно нет никаких удобств, как зонтики в аренду или шезлонги. И японцы обычно приносят все сами, как разные доски для сап, серфинга, полотенца, палатки и так далее. Конечно, бывают пляжи, где можно взять в аренду зонтик, но это скорее редкость из моего личного опыта. Тут песок какой-то, как будто золотой.
То есть более дикий пляж, здесь одновременно люди и купаются, и серфинг, и рыбалка. Нет каких-то строгих ограничений, где что, но люди смотрят, чтобы друг другу не мешать. Городские пляжи, конечно, не такие красивые, но тоже вариант, если не хочется ехать далеко. Вот так выглядит городской пляж в центре Фукуоки. Сегодня будний день, поэтому не так уж и много людей. Школьники пришли покупаться, ножки помочить. Пляжи в центре Фукуоки насыпные, искусственные, поэтому песок здесь не такой приятный на ощупь, но все равно очень красиво и чисто, вода прозрачная, а также недалеко от пляжа находится несколько ресторанчиков, где можно пообедать или пожарить барбекю, и есть бесплатный туалет и душевые кабинки. Здесь тоже вода довольно чистая. И третья причина: в Японии много разных летних развлечений, кроме пляжа, о которых я сегодня вам расскажу. У нас самый разгар лета, на улице где-то плюс 32 даже утром, довольно жарко. Но отличное занятие летом в Японии, особенно в городе Фукуока, это поездка на отдаленные острова. И сегодня мы поедем на один из самых близких островов к городу Фукуока под названием Ноконошима, где очень красиво летом, особенно в этом месяце. Поэтому поехали с нами. Порт здесь довольно маленький, терминал компактный. Можно взять раунд-трип сразу, потому что мы, конечно же, вернемся сегодня с 440 йен на человека. И даже можно оплатить кредитной карточкой. Удобно. Паромы ходят здесь не очень часто, где-то один паром в час. Поэтому, если вы хотите поехать на этот остров, нужно заранее все планировать. Что ж... Путешествовать по японским островам можно в любое время года, но их тропические пейзажи и небольшое количество людей делают их особенно привлекательными в летний сезон. Вот мы и приехали, такой маленький островок Ноконошима. Именно на этом острове очень много склонов, поэтому хоть и можно передвигаться на велосипеде, я бы все-таки советовала передвижение на автобусе. Извините, цикады очень громкие в Японии летом. Сейчас мы доехали в одно из самых популярных мест на этом острове, вот такой вот цветочный парк. Вход на взрослого человека стоит 1500 йен, на ребенка 800 йен. Вот такой вот милый билетик. И тут даже у входа есть вот такие вот красивые зонтики радужные, если вдруг дождь пошел, чтобы не испортить вашу поездку. Идемте внутрь. Главная достопримечательность острова Ноконошима – это вот такой огромный цветочный парк на его вершине, где цветет очень много разных видов цветов. И неважно, вы сюда приехали летом, как мы, или зимой, в любое время года здесь невероятно красиво. С конца июля и до конца августа в Японии сезон подсолнухов, и на этом острове особенно красиво, потому что очень необычное сочетание подсолнухов на фоне моря. У меня всегда подсолнухи ассоциируются с моим любимым аниме «Самурай Чамплу», где главные герои искали самурая, который пах как подсолнухи. И, кстати, они двигались из Эдо, это нынешний Токио, в сторону Кюсю, город Нагасаки. И Фукуока тоже находится как раз на этом острове Кюсю. И действительно, в этом регионе подсолнухи – это довольно популярное растение. Здесь начинается вот такой маленький ретро-городок. Машинки миленькие. Городок такой словно из прошлого остался здесь. Здесь реально раньше люди жили. Сейчас уже вроде как на этом острове очень мало проживает жильцов.
На удивление, в этом доме действительно прохладнее, чем на улице, хотя окна открыты. Здесь вот такое вот миленькое кафе, тоже как будто из аниме студии Гибли, Тоторо. И здесь можно что-нибудь холодненькое выпить, потому что реально мы уже устали на этой жаре ходить. Цветочные поля здесь невероятно красивые, но этот небольшой городок в центре острова заслуживает отдельного внимания. Он особенно понравится тем, кто любит японскую ретро-атмосферу. Допустим, это кафе пропитано атмосферой эпохи Сёва. Еще одно мое любимое место на этом острове – это вот такой маленький магазинчик с керамикой. Мастер, который изготавливает все эти керамические изделия, это милый дедулька. И мы уже купили здесь несколько разных чашек и тарелок. Нам очень нравится дизайн. Совсем недорогая посуда здесь продается. У нас даже похожие есть тарелочки, вот такие только большие. Это хашиоки для палочек, чтобы палочки ставить. А также на этом острове есть небольшой зоопарк. Здесь вот такой маленький домик, где живут зайчики. И что прикольно на этом острове, здесь бесконтрольно все. Проснулись все на еду, да? Кавай. Кавай. Чекай. Что так аккуратно? Покрасивее кадр. Не, из рук давать им опасно. На, кушай. Ну, оно все к этому шло. Отдай. Куда ни посмотри, пейзажи на этом острове невероятно красивые, словно из какого-то фильма, но самое живописное место на этом острове – это вот эта цветочная поляна с видом на море и город. Как же здесь красиво! Мы пришли в самое высокое место в этом парке, таким невероятным видом на море, вдалеке видна Фукуока, город, и цветы. Как это называется, цветы? Не помню точно. У меня бабушка их обожала, раньше их очень было много у нас в деревне. В Японии смотрится, конечно, совершенно по-другому. И здесь каждый сезон разные цветы, и подсолнухи, и рапс, и даже тюльпаны. И какая же поездка на остров без местной еды? Знаменитая еда на этом острове – это ноконошима бага, нокобага, местные бургеры. Бургер – это, конечно, не японская традиционная кухня, но местные говорили, что нам нужно его попробовать. Нам принесли вот такие бургеры довольно большого размера, мне кажется, больше, чем даже в Макдональдсе, но они и стоят недешево. 800 йен за чизбургер. Для Японии это не так уж и дешево для еды на острове, но зато смотрите, с каким видом красивым. Эти островные бургеры готовятся с использованием местных овощей, поэтому вкус у них очень домашний, и, если честно, я даже не ожидала, что будет настолько вкусно. Единственная трудность с посещением японских маленьких островов – это то, что паромы ходят всего лишь один раз в час, но если заранее посмотреть расписание, то можно спланировать ваш день и во сколько вы хотите сесть на обратный паром. Еще одна вещь, которую японцы любят делать летом, это посещать водопады. Недалеко от Фукуоки находится водопад, куда мы давно хотели поехать, и сейчас для этого идеальное время. Сейчас мы приехали к водопаду Широито-Натаки. Это один из самых знаменитых водопадов здесь, в Фукуоке. Он находится всего лишь в 40 минутах на машине от центра города. Очень популярное туристическое место, особенно сейчас летом.
Японцы летом любят приезжать в такие места, как водопады или какие-то речки в горах, потому что здесь реально намного прохладнее, чем в центре города или даже у моря. Наверное, сейчас где-то здесь плюс 23, плюс 24 по моим ощущениям. При этом в центре города плюс 35. Здесь также можно вот так ловить речную рыбку, которую могут прямо на месте вам пожарить. И это одно из любимых развлечений японцев летом. Вон даже чувак словил уже. После любования водопадом здесь также можно перекусить прямо на месте. Здесь вот такие вот небольшие кафешки, где продается разная японская еда, жареная рыба, которую вы сами словили в реке, или можно даже не ловить ее самим, а просто купить уже готовую. Вот такие есть разные наборы еды. В основном это жареная рыбка речная, а также гречневая лапша соба. Но сегодня мы хотим пробовать не это, а нагаши сомен. Нагаши сомен – это летнее японское развлечение, когда вот по такому бамбуку пускают лапшу сомен. Она плывет вот здесь в воде, и вы ее должны ловить палочками. Она не становится вкуснее из-за этого, но она остается прохладная все время, что вы ее едите. Поэтому летом очень освежает такое блюдо. Ну и в принципе это весело, особенно для детей. У водопада можно купить уже вот такой готовый набор с лапшой сомен, а также соусом. Соумен – это вот такая тонкая пшеничная лапша, и нагаши соумен – это очень простая игра, когда вот так вот пускают лапшу по бамбуку, и дальше ее нужно словить палочками. Нет. Нормально. А дальше пойманную лапшу соумен макают в рыбный суп цую и едят. Это довольно вкусно. А если вы не успели словить лапшу, ничего страшного, внизу стоит ведро. Недалеко от водопада находится интересное кафе, которое я давно хотела посетить. Без машины сюда довольно трудно добираться, и даже на машине дорога была очень страшная, но я думаю, что оно того стоит. Тут так красиво, такая как терраса есть, с невероятным видом на горы, на обрыве. О. О. Для тех, кто боится высоты, конечно, не очень, но мне нравится. Здесь можно даже какой-нибудь десертик с кофе выпить. Петушки поют, как у бабушки. Здесь вот такие стулья, можно на свой выбор взять любые. И вы берете эти стулья и поднимаетесь наверх, вот туда, в гору. Здесь вот такой довольно большой выбор разных десертов. Вообще супер идея, можно вот так вот в корзинке потом в гору нести этот десерт. Главное не, как бы сказать это вежливо, не упасть. Летом японцы делятся на два лагеря: любители моря и любители гор. Я все же, наверное, больше люблю море, но признаю, летом в горах невероятно приятно. Даже без водопада или речки рядом, за счет высоких деревьев и тени здесь очень прохладно и свежо. Такие кафешки тоже очень хорошо, но кроме этого японцы также любят устраивать кемпинг в горах. А что больше любите вы, море или горы? Жду ваших комментариев. Мне особенно понравилось, что в этом кафе не просто красивый вид из окна на горы, но и построили вот такие домики на деревьях, где можно сидеть и наслаждаться природой изнутри леса. Ох, ничего себе! Сейчас мы приехали на еще одну гору недалеко от Фукуоки под названием Абураяма, и это самая близкая гора к центру города.
Многие японцы приезжают сюда, чтобы отдохнуть от суеты большого города, а также забраться на вершину горы. Здесь много разных троп самой разной сложности, а на самой вершине находится Starbucks, где можно купить себе награду. А это здание сзади меня, это коворкинг, который может использовать кто угодно, и оно находится прямо посредине леса. Можно работать и смотреть из окна на эту красоту. Мы уже несколько раз посещали этот коворкинг, и мне кажется, это очень классная идея, что можно работать прямо на горе, особенно если вы работаете из дома, как мы, и иногда хочется сменить обстановку. Даже есть вот такие полноценные комнаты, где можно созваниваться и никому не мешать при этом. Мне очень нравится, что здесь стулья используют, которые для кемпинга, поэтому такое ощущение, что вы работаете реально на природе. Но сегодня мы приехали сюда не чтобы работать, а для того, чтобы забраться в горы. Гора Абураяма считается очень простой горой для хайкинга и идеально подходит для летней прогулки, когда вы хотите немного прогуляться в теньке, но не слишком сильно устать. Здесь тоже довольно цивильная гора. Есть, конечно, более дикие тропы, но мы идем по вот такой вот асфальтированный. Ни души, но все очень цивилизованно. Флажки вот такие, которые показывают, что это тропа основная. И реально здесь, конечно, не так прохладно, как у водопада, но все равно очень приятно за счет рек и тени. Можно вот так вот летом выбираться иногда. Главная проблема для меня японским летом – это то, что из-за ужасной жары не хочется совершенно никуда выходить, а хочется сидеть целыми днями под кондиционером и ничего не делать. И это не очень хорошо как для физического, так и ментального здоровья, поэтому очень здорово, что есть вот такие небольшие горы недалеко от центра города. И здесь, на Абураяма, есть не просто тропы, которые идут через гору, но и тропы, которые идут вдоль разных рек и водопадов. Такое место, словно из аниме «Принцесса Мононоке» или «Летающий замок Лапута». Вайб очень похожий. Очень интересно, что несмотря на то, что это гора, где есть хайкинг-тропы, многие тропы здесь асфальтированы. И это очень хорошо продумано под японский климат, потому что даже если будет сильный дождь, тропу не смоет, и у вас всегда под ногами будет твердая земля. Самое приятное, что во все эти реки, источники можно залазить купаться. Они даже смотрятся как ванна. О, можно немножко освежиться. И самое, наверное, приятное, это то, что несмотря даже на сильную влажность, в японских горах водится не так уж и много насекомых. Да, есть разные лягушки, маленькие паучки, но чего-то очень страшного я пока еще не встречала. На горе Абураяма есть несколько разных троп, поэтому можно выбрать подходящую вашему уровню. Мы прошлись по самому, пожалуй, живописному и простому под названием Мизуномори Water Forest. Фух, это была хорошая прогулка, мы даже не слишком устали, наверное, минут 40 гуляли по горам. И сейчас мы забрались на самый верх, где находится несколько разных ресторанчиков и магазинов, а также, конечно же, Starbucks, наше спасение. Поэтому идемте закажем что-нибудь нам как награду за сегодняшний подъем. Кроме Старбакса, на вершине горы также есть несколько ресторанчиков и небольшая ферма с коровками, а также невероятный вид на город. Это место идеально подходит для тех, кто хочет немного насладиться природой, но при этом у них нет какого-то оснащения, специальных кроссовок. Мы пришли сюда в совершенно обычных кроссовках и кедах, без проблем.
И также не обязательно приносить что-нибудь с собой, как еду или напитки. Все можно купить здесь. Ох, очень красиво. И вот тут вот Starbucks. Вот так японцы любят проводить лето. А как обычно проводите лето вы? Жду ваших комментариев. Надеюсь, что вам было интересно это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока!